Белосалик мазь – препарат с противовоспалительным, противозудным, антипрофилеративным, противомикробным и криталлическим действием для наружного применения. Показания. Применяется для лечения подострых и хронических дерматозов, при которых эффективна терапия топическими глюкокортикостероидами и сопровождающаяся гиперкератозом и шелушением, в том числе псориаз, экзема, дисгидратическая, сибарейная, телатическая, нейродермит, красный плоский лишай, асбестовидный лишай, хроническая дискоидная красная волчанка, ихтиоз и ихтиозные поражения кожи, сибарея, сибарейный дерматит, волосистой части головы. Препарат в форме раствора для наружного применения показан для применения на волосистой части головы, а также у детей от 6 месяцев и старше. Способ применения и дозы. Препарат предназначен для наружного применения. Небольшое количество мази равномерно распределяет по поверхности кожи, слегка втирая. Кратность применения 2 раза в сутки. В легких случаях достаточно однократного использования. Продолжительность непрерывного курса лечения, как правило, ограничивается 3-4 неделями. При необходимости более длительного курса терапии рекомендуется препарат использовать реже, например, через день. При терапии хроническими заболеваниями лечение следует продолжать еще некоторое время после исчезновения всех симптомов, под наблюдением врача, чтобы избежать рецидива заболевания. В течение года возможно проведение повторных курсов терапии. Противопоказания. Туберкулез кожи, кожные проявления сифилиса, ветряная оспа, вирусные инфекции кожи, кожные поствакцинальные реакции, открытые раны, трофические язвы, розацея, вульгарные угри, детский возраст до 6 месяцев для мази, повышенная чувствительность к бетамитазону, салициловой кислоте или к любому из вспомогательных компонентов препарата, применение при беременности и кормлении грудью. Применение препарата в форме мази или раствора для наружного применения у беременных допускается в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает риск для плода. В таких случаях применение препарата должно быть непродолжительным и ограничиваться небольшими участками кожных покровов. В период грудного вскармливания применение препарата возможно только по строгим показаниям, но при этом препарат нельзя наносить на кожу молочной железы перед кормлением. Особые указания. Мазь предназначена только для наружного применения на коже или волосистой части головы. Следует избегать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки. Не рекомендуется длительное применение мази на коже лица в связи с возможным развитием дерматита по типу розацея, периорального дерматита, атрофии кожи и акне. Следует избегать применения препарата в аногенитальной области. Не рекомендуется применение препарата под окклюзионной повязкой, за исключением случаев при развитии грибковой или бактериальной микрофлоры на коже. Необходимо дополнительное применение антибактериального или противогрибкового средства. Применение препарата Белосалик у детей должно быть как можно менее продолжительным, при соблюдении строгих мер предосторожности, так как у детей существует опасность системного всасывания пропорционально большего количества активных компонентов из-за преобладания площади кожных покровов над массой тела и недостаточности зрелости эпидермиса. Не следует применять препарат у детей под повязки и особенно под пластифицированные подгузники, что может увеличить риск развития нежелательных явлений. Данных о неблагоприятном воздействии препарата Белосалик на способность управлять транспортными средствами и механизмами не имеется. Побочные действия. Побочные явления, как правило, носят слабо выраженный характер. Дерматологические реакции. Возможно развитие реакции гиперчувствительности, зуд, жжение, гиперемия, редко акнеподобные изменения, гипопигментация, стрии, атрофия кожи, гипертрихоз, телеангиэктазии, вторичные инфекции кожи. При длительном непрерывном применении и на больших участках кожи бетамитазон может вызывать системные побочные реакции, связанные с подавлением функции коры надпочечников. При развитии реакции гиперчувствительности или побочных реакций препарат следует отменить. Условия хранения и срок годности. Хранить недоступным для детей месте, при температуре не выше 25 градусов. Срок годности 4 года.